Всем доброго утра, уважаемые подписчики и гости канала Дневник Багира. Сегодня у нас 30 июля, уже практически середина лета, а лето мы так и не видели. Время 10:41. С чего начинается работа? Я пришла домой, вернее, приехала. На своем мустанге, неизменном мустанге, я приехала домой. Ну, что хочу сказать. Вот, все. Заявку одобрили. Курьер приедет 11 июля. Подготовьте товар к возврату. 11 июля он приедет за Lamborghini. Это следующая суббота. До 11 июля Колян может покататься на нем. Но насчет Lamborghini хочу сказать. Мы вчера ездили с Колей к теще к его любимой. Ну, так, я говорю, поехали, прокатимся. Он поехал. Он даже покатал наших соседок, девочек. Я говорю, прокатай, говорю, тут, ну, кружочек сделай. Двоих прокатил, им очень понравилось. Он же у нас, ну, как я вешу? Я сейчас вешу 108, а он весит 59-60 килограмм. Девчонки остались довольные. Когда же вернут деньги? Ну, наверное, когда заберут, тогда вернут деньги. Ну, что я хочу сказать. В гору, конечно, он ездит медленно. Когда вернутся деньги? Они придут на кредитную карту сразу после того, как товар проверят на складе. Если возвращаемая сумма больше задолженности, вернем разницу на Озон-карту. За изменением статуса возврата следовательно строительства заявки. Короче, деньги вернут потом, когда на склад придет товар. Вот такое дело. 37 343 рубля. Ну, 500 с чем-то рублей. А за курьера девочки уже взяли деньги, они не возвращают. Ну, Коле как бы понравилось, для Коли он подходит. Он вообще, можно его было бы и не сдавать. Но, с одной стороны, можно было бы и не сдавать. Коля бы ездил, а с другой стороны, он слабоватый, девочки. Он вообще, ну, в нем двигатель такой, он никак не может быть больше, да. Он показывает, мне это бесит, что он показывает скорость. Вот мы вместе рядом ехали, у него 39 скорость. На моем мустанге показывает, что она 20 идет. Это у него в последней скорость 39. Но чувствуется, что он не едет по 39, девочки. Если 39, он уже и должен ехать по 39. А я написала, что, ну, заявлена такая скорость, а он на самом деле ниже. Он, да, вообще, я говорю, вот в гору он вообще практически просто ползет. Коли он еще нормально, а меня уже это. Хотя до 150 килограмм выдержка этого. Нынче прочитала я в этом сегодня, что мой мустанг, он приравнивается к мопедам с этим объемом двигателя, да, поэтому на форумах, конечно, люди толкуют, что в советское время такого не было, и на мопедах ездили без прав. Я вот помню, даже у меня брат двоюродный, у него бабушка покупала с дедом ему верховину, но ему было 10 лет. И мне 7 лет я его на мопеде гоняла на верховине. И как бы это к этому спокойно относились, никаких прав не требовали. Теперь, ну, это все, конечно же, приравнивается к деньгам, потому что не только нужно иметь права, а нужно еще, я говорила, нужно пройти вот это техническое обслуживание в 2 года раз. Потом нужно сделать страховку, да, это чтобы все платить. Налог заплатить еще. Ну и, короче говоря, номер надо повесить на него. А на Колина вот этим, да, как бы я теперь его называю Колин, на нем ничего не надо. Но, знаете как, блядь, ползет и ползет. Но я не знаю, время еще есть. Коля может подумать, если хочет, он пускай оставляет его.
Еще один момент. Они обманули. То, что, да, снимается, конечно, этот, как его, аккумулятор, но он не так снимается, прям вот раз и взял и снял. Там надо открутить вот это, где ноги, надо открутить, и там тяжело его достать. Ну, конечно, мой еще тяжелее снимается, мой снизу, этот сверху. Ну, есть такие вот эти электроскутеры, да, где легко снимается сбоку, там, сзади, за сиденьем. Тут сложность. Снимается, и якобы купите потом переходник, и можно дома отдельно заряжать, просто дома от розетки. Потому что там в электросамокате установлен вход для зарядки уже сделанный. А когда снимаешь аккумулятор, там нету, просто проводок торчит. Переходник. И я списалась до этого, уже когда купила, но еще не пришел, да, я списалась с этим магазином в личке. Они говорят, вы, говорит, нам пришлите фото, мы вам скажем, какую купить, у нас есть в магазине. Есть треугольная, есть круглая. Но так как он у нас не пришел, вот этот зарядник вместе с самокатом, да, я не знала пока. Когда он уже пришел, я сфотографировала, он круглый, отослала им фото, они мне написали, ищите где хотите, у нас мы не продаем такие вещи. Вот так вот обманули. Короче, как-то так. Вот это неприятно еще тоже стало, да. Я понимаю, если скорость 20, значит и должно показывать 20. Вот это, ну, просто, как сказать, просто принципиально мне не нравится их не обман. Показывает 39, он не ездит 39, ну, 20-20, значит, он вот и едет 20. Все. Не знаю, что насчет возврата скажет у меня Коля. Ну, если покупать, например, другой, он будет, колхозник можно купить. Колхозник можно купить, он подороже, 1800. У меня вот знакомый ездит, да, у него колеса побольше, но он и тоже объем у него 240, что ли, там, по показаниям. Но он почему-то побыстрее ездит. Я не знаю, с чем это связано. Может, от объема колес, я не знаю. Он ездит поскоростнее. Но этот вообще просто, ну... Ездить, да, неплохо по ровной дороге. Вот в городах, например, на ровную дорогу, да, вышла там по этим велодорожкам, там по тротуару проехаться, ничего. Можно. Но у нас холмистая местность, у нас в городе Мариинский Посад, Республика Чувашия, и вот эти холмы, они, ну, не соответствуют этому самокату, можно так сказать, как есть, так и говорю. У нас, вы знаете, я уже показывала вам дороги, а у нас мы живем на холме. Чтобы проехать куда-то, нужно сначала спуститься. Спуститься это одно, а потом в другой район надо подняться в гору. Это все в гору, это вообще просто невозможно. На нем невозможно подниматься очень, очень медленно. Просто, ну, пешком ты даже быстрее пройдешься. Он очень медленно везет. Там на второй, на третьей скорости, вообще на третьей передаче, вторая, третья скорость. Это вообще, ну, просто, я не знаю, это просто вообще трындец. Вот. У нас холмистая местность, и у нас неудобно. По равнине, по району смысл на нем ездить можно. Тут у нас по дворам, и у нас уже есть, да, ездить, на чем ездить. Я не знаю, конечно. Будем разбираться с Колей, конечно. Если Коля, ну, хочет оставить, пускай оставляет. Не хочет, значит, мы его 11-го, надо будет целый день подождать. Ну, подождем. Коля подготовит его. И пускай забирают. Вот. А что делать? Я просто, ну, мне еще, если мы его оставим, значит, надо еще кредит платить за него. Мы же его взяли в кредит на Озоне. А зачем вот это вот белиберду, блядь, брать, да, деньги выкидывать на свалку, блядь, вот это вот там. Езжу я на своем, ну, вот этот каску куплю я себе, девочки, просто надо купить, заказать шлем. Я нашла, который мне понравился на Вальбрис, да, но его еще пока нет в продаже, он закончился. Я его добавила в избранное, симпатичный такой, симпатичный шлемак, красно-черный, как кепка, мотошлем. Но, девочки, его нет в продаже. Есть другой расцветки, я вам сейчас покажу. Вот такой кепка-шлем, очень симпатичный, видите? Но его нет в продаже, нету. И других расцветок тоже нету. Вот другие есть. Но я хотела бы вот красненький, да. Вы знаете, что мне так нравится? Вот он. Симпатичный, да, такой? Неплохой. Но, девочки, они же просто... Ну, это все несерьезные шлемы. Если даже при падении они не защитят черепную коробку, просто, ну, как бы, чтобы не придрались, слишком уж не придрались в эти гаишники, да.
Ой, девчонки, нашла белье красивое, великолепное, за 17 300, за 13 300. Но я такое не куплю, я просто в избранное добавила. Просто сижу, иногда любуюсь на него, постельное белье. Ну, очень красивое. Да, я посмотрела, мне девчонки в прямом эфире писали про кису Чечню. Женщина посмотрела, симпатичная женщина. Вчера посмотрела, что она сделала шунтирование желудка, послушала. Ну, шунтирование желудка, опять же, это дело лично каждого, да. Кто хочет, тот это делает, кто не хочет, тот не делает. Потом Шунечка написала, что мне газ воду пить нельзя. Видимо, про квас, да, когда я рассказывала, что я делала окрошку. Шуня, кстати, я потом кушала окрошку, у меня все нормально было. Потом, на следующий день. Все хорошо было. Это вот что-то... Тут и не за окрошки дело. Девчонки. Что я сегодня делала? Я поехала на рынок, у этой же женщины, которая мне привозила Викторию, пол-литровый стакан, взяла 4 стакана по 100 рублей Виктория. Вот, доедаю. Вот такая Виктория. Помыла 1 стакан и доедаю Викторию. Была у хирурга. Сегодня, говорю, стучусь. Пришла, очередь заняла. Где-то в 7:30 приехала, очередь заняла. Эти, что вчера натворили, я вам сейчас расскажу. Очередь заняла, короче, на 2-м этаже. Потом я спускаюсь, он мне сказал прийти без 10, я без 15 к нему спускаюсь, очередь здоровая была. Стучусь в дверь, я слышу, что он там уже шевелится. И говорю: Сим-Сим, откройся, Сим-Сим, отдайся, да ты не бойся, да ты не стесняйся. Ну, просто шутка, я люблю шутить, да. Кто понимает, тот меня понимает. А он вообще не понимает шутки. Он открывает дверь, я захожу в кабинет, не надо шутить. Вообще там молчите, меня не сбивайте с толку. Короче, кашу с ним не сваришь. Я просто так пошутила. Там ничего вообще личного. Просто хотела человеку поднять настроение с утра. Морда хмурая. Слова не скажи. Да, моя, да, моя. Хулиганы, вот эти мои вчера, что они натворили, набедокурили, это вообще невозможно. Просто невозможно. Сейчас я вам расскажу. Короче, дали мне направление срочно сдать мочу и кровь. Кровь сдала я, мочу я сегодня сдала, это срочно. Плюнула, ушла, и потом уже... Он сказал: иди, ищи там, где я буду искать. В компьютере их нету. Ладно, в срочном порядке мне сделали сегодня... В срочном порядке обследования. Если надо было мне 14-го, что сегодня срочно мне сделала врач. Даже не было медсестры, она мне сделала. У нас очень хорошие врачи, девочки безотказные. Я пришла, сделала она мне УЗИ брюшной полости и почек, надпочечников. Я ей сказала, что я вот онкологию перенесла и все такое. Она прям хорошо, чтобы тщательно посмотрела. Все, она посмотрела. Она говорит: страшного ничего нету. Вот. Все обычно, все прилично. Она прям тщательно все, еще раз повторяюсь, посмотрела, да. Так, брюшной полости, почки, надпочечники, да. И вот и там пишут, значит, если писали, у меня раньше уже много лет написано, потому что жировой гепатоз, пишут, что диффузное изменение печени и диффузные изменения поджелудочной, что с почками всегда было нормально, да. И после операции было, и до операции как бы нормально. Ой. Ну ладно, поздоровайся с девочками. Идет. Мальчик вот этот хороший, хулиган самый. И вот. И теперь это. И, короче, чего? Он пришел поздоровался с девочками? Нет? Моя. Ой, сопливый у нас, вкусный, сладкий. И вот, и, короче говоря, на сегодняшний момент у меня диффузные изменения в почках. Я забежала к нему, он меня посмотрел и говорит, это, говорит, уже к терапевту с этими вопросами. Я прибежала, короче, без очереди зашла к терапевту. Я просто вкратце вам стараюсь рассказывать это все, чтобы вас не задерживать, как говорится, да. Она говорит: это возрастные изменения и все такое. Все, вот так ответил врач, да, как-то, знаете, что-то, возрастные изменения, да, в 49 лет. Когда у меня нашли дивертикулы, когда я делала колоноскопию в кишечнике, которых еще не было в прошлом году, мне врачи сказали, что это из-за запоров. Запоров у меня никогда не было. Никогда в жизни, я уже рассказывала об этом, я запорами не страдала. Запоры у меня появились, вот когда я стала принимать железо. Вот.
А, Всегда, ну, понос, извините за подробности, это завсегда у меня, если что-то не так. Это всю жизнь. Запор никогда. И тут дивертикулез, да? Ладно. Причина неизвестна, почему дивертикулез. Отмахались. Теперь, короче, возрастные изменения. Я прихожу домой и набираю диффузные изменения почек. Почему происходит? Я ей задала вопрос. Может быть, на фоне препаратов, да, я же пью Джаргинс, и он выводит сахар. Я еще в прошлом году подумала, вот этот Джаргинс, да, это, конечно, хорошо, что он выводит сахар, потому что сахара у меня в норме, да, он не задерживает сахар в почках. Вот. Но диффузные изменения появились, потому что через почки же проходит, ну, опять же, с одной стороны, я тоже думаю, да, вот так вот, я, конечно, не врач там, думаю, просто логично, да, думаю, а вот промывать через почки проходит, да, конечно же, тут помимо Джаргинса я перечисляла, какие я препараты пью, да, ну, нет, это не на фоне препаратов, это из-за вашего возраста, ну, 50 лет. Какой возраст? Какой возраст, блядь? И вот я читаю. Пишут, диффузное изменение почек. Это не диагноз, а описание того, как выглядит ткань почки. На ультразвуковое исследование УЗИ, проще говоря, врач видит, что ткань стала менее однородной, появились участки другой плотностью или структуры. Да, но это тоже ведь не очень хорошо. Если я уже привыкла к своим печенке, да, с диффузными и поджелудочным, блядь, я понимаю, да, это жировое отложение. Ну, блядь, при чем здесь почки-то вообще? Почему это происходит? Такие изменения могут быть вызваны разными причинами. Например, возрастные изменения, в первую очередь ставят. С годами структура любой ткани, включая мочегонную, естественно, образом меняется. Ну, я понимаю, да. Ну, 60 плюс, 70, да, меняется. В 50 лет я бы не сказала, что должно что-то так серьезно измениться, да. Потом, перенесенное воспаление, например, после острого пилонефрита. Вот, ну, заболевание. Метаболическое нарушение, такими как мочекаменные болезни, когда в тканях откладываются соли и кальция. Ну, бог миловал. Потом, заболевания других органов, которые косвенно влияют на почки. Сахарный диабет. Вот сахарный диабет, наверное, да? Но сахара у меня, говорю, какие у меня сахара, я не выдумываю ничего, как бы, конечно, это же, опять же, на фоне препаратов, да? Вот. Артериальная гипертензия, системные аутономные болезни. Гипертонус. Вот раньше, пока правильно мне не назначили вот эти препараты от давления, у меня были, я рассказывала, в год по 2-3 раза были эти, как они называются, гипертонические кризисы. Вот эти 2 года, этот год и тот год, слава богу, Бог миловал. Это я знаю, что такое гипертонический кризис, когда повышается давление, и ничем его не собьешь, от слова совсем. Вот, я этим страдала очень часто и в молодости. Еще плюс я, конечно же, увлекалась спиртными напитками. Это вообще поднимает артериальное давление. Ну и как бы вот это все. Да, сейчас у меня этого нету. И я не пью вообще от слова совсем. И я на препаратах. Ну, наверное, я думаю, вот тут не возрастные изменения, а на фоне все же препаратов, да? Как говорится, одно лечим, другое калечим. Нарушение оттока мочи из-за суженного мочеточника или других причин. Ну, у меня нарушений нет, я постоянно хочу ссать. Это не, ну, как бы недержания у меня тоже нет, а часто просто хочу в туалет. Прием некоторых лекарств, которые могут оказывать токсическое действие на почечную ткань. Вот токсические действия какие? Надо изучать эти препараты, какие могут оказывать на почечную ткань. Надо вот этим заняться. Когда мне этим заниматься, я не знаю. Важно понимать, что это не приговор. Короче говоря, оцениваешь. Тут много чего написано. Не паникуйте. Обратитесь надо к нефрологу, урологу. Или комплексно. Ну, надо, это уже к нормальным врачам надо. И если вот такие урологи, как у нас, Марпасад приезжал, Чебоксар, да, который мне назначал лекарства на К, как это называется, как трацаксон, или я забыла, что я пропила за 950 рублей, чтобы поменьше ссать, так как сланодробина. Я, например, уже не хочу к этому урологу попадать. Значит, надо искать, опять же, в интернете, да, прибегая к интернету, ну, по отзывам.
Не знаю как. Надо найти, короче, себе врача, девочки, врача, уролога, нефролога. Думать про эти болячки, да. Сейчас мне вообще некогда, блядь, не до болячек. Она мне сегодня задала вопрос. Так как вы перенесли онкологию, у вас каждые 3 месяца вы ездите к онкологу? Я сказала нет. Почему? Да, я знаю, что первые 2 года надо каждые 3 месяца появляться к онкологу. А я сказала, потому что так врачи мне сказали, что не стоит беспокоиться, раз я ничего не... Нет, вы должны первые 2 года, каждые 3 месяца их посещать онколога. Ну, приходишь, когда и спрашиваешь, как терапевт говорит, вас что-то беспокоит? Нет. Тогда что вам там делать? А то, что, ну, в зоне риска я стою, да, перенесшее онкологическое заболевание серьезное, 2-я стадия стоит у меня в документах. Она мне говорит, тогда это у вас не онкология. Вот это вот здесь сказала. Я говорю, как не онкология, блядь? У меня, ну, подтверждено, у меня же инвалидность дали. Я говорю, что это такое-то, блядь? Она удивилась, что почему так. Я говорю, откуда я знаю? Вот вы так рассуждаете. Я знаю, что да, должно быть так, но этого нет. Так не делают врачи. Что ты там все тешишь? Ты тешишь. Что вчера произошло? Вчера я закрыла эту дверь, но я не захлопнула ее. Майя! Она чистая, у нее ничего нет. Я не знаю, что она там ищет. Эти. Я думаю, я захожу, думаю, что двери приоткрыты, что они тут делают? А у меня же банки стоят чистые здесь, видите? Вот, видите, вот эта пузатенькая, невысокая банка. Тут не видно сейчас. Вот такой круг соплехи на окне. Оська. Вот этот вот кубулесочка маленький. Короче говоря, тут диван, видите, да? Чё? Он любит очень, он туда лазил, все, если стул отодвинуть, он там в окно всегда смотрит. Он здесь на диван и сюда. Все. Окно все измазано. Весь пол в стеклах. Банка в дребезге. Компьютер у меня на рабочем столе наполовину висит уже над полом. Если бы я не пришла бы еще минут 5, может быть, он оказался на полу. Я не знаю. Лежал на подоконнике зарядник, проводок для часов, сгрызанный пополам. Это вот это уже сгрызла, вот эта мандавошка сгрызла. Она тоже ему тут помогала. Помогала? Расскажи маме. Помогала? Ты помогала? Очки такие, блин. Очки мои от солнышка. Ну ладно, стекло не разбилось. Короче, валяется на постели очки. Оправа отдельно с одним стеклом. Стекло вообще в другой стороне. Нормально так. Я вставила, ладно, не успели. Провод от компьютера, от ноутбука отодвинутый. Ну, короче, черт ногу сломит. Все в стеклах. Оська как конь. Лайта в окно. Все соплями стекло, чистое стекло намыли с отцом. Измазал. И хоть бы хуй по деревне, блядь. И это ему помогает. И это. Ну и что делать? Я стала ругаться, я не успела рот открыть, как они убежали, короче, в зал под диван. Затихарились. Это типа не мы, и ты нас не ругай. И сидели там полчаса. Ну, что делать? Убрала, что делать? Коля рассказывал, он говорит, ты закрывай, говорит, все это двери. Закрывай двери. Он закрыла, я просто до конца не захлопнула застежку. Ой, ну что я была у терапевта, анализы я сегодняшние не знаю, а что, я же не дам, ну сейчас другие анализы там взяли. Он мне сказал, короче, диета, он меня заколебал, этот хирург. Творог есть мне нельзя, ягоды мне есть нельзя. Ага. Щитовидку мне проверят 14-го. Гормоны я сегодня сдала на щитовидку. УЗИ сделают 14-го. Еще осталось мне... Будь здорова, правду говорю. Еще осталось мне мочевой пузырь. Я как раз уже не натощак пойду. Сейчас я сегодня натощак ходила. Очень хорошо, что мне сегодня обследовали живот. И все такое, да. Я уже больше не буду обследовать его 14-го.
14 я уже пойду к 11 часам, 11:40. Я уже должна напиться воды. За 2 часа надо начинать пить воду, 1,5 литра. Это самое нормальное. Я пойду прям с мочевым пузырем, с полным уже туда, к этому времени, да. 9 часов начнем пить. 9:30. Воду начну пить. И она мне проверит потом сразу щитовидку. И все. Смотрите. Мамины документы все отцеркопировала. 420 рублей заплатила вчера. Сегодня отвезла в больницу, отдала терапевту. Она говорит, я ничего проверять не буду. Я ухожу в отпуск на 3 недели. Я сказала, пускай у вас лежат. Еще не хватает одного обследования. Я говорю, она сказала, в порядке очереди, вы, говорит, стоите в листе ожидания насчет мамы. Должны позвонить. Я не знаю, что за обследование там. Забыла название. Вот. Должны позвонить. Ждем звонка. Позвонят с Чебоксар, пригласят. И вот мы с мамой съездим, отцеркопируем потом это обследование. И уже туда приложим. Все. 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 Все это сделано. Теперь мы ждем врача с отпуска. Я надеюсь, что в течение 3 недель сделаем. И я надеюсь, что у ЗДГ сосудов ног тоже сделаем потом. Может быть, платно съездить она сделает за это время. Не знаю, бесплатно тут не дождешься. Сделает у ЗДГ сосудов ног, девочки, надо сделать. Но это не обязательно, говорит комиссия. Людмила Ильинична сказала, что это не обязательно для инвалидности. А вот это обследование, которое я сейчас должна ей позвонить, я забыла, как это называется, сделать. Это, короче, бесплатно сделает. Ну и вот. И все. Предложим. И, короче, я думаю, надеюсь, что в конце июля месяца документы, будет комиссия, я отправлю в Чебоксары, на ВТЭК. Все. По срокам мы подходим, потому что, 2 месяца анализа. Если анализа, ничего страшного. Она в мае, по-моему, когда она лежала? В мае? В конце мая, да? В конце мая, июнь, июля это уже будет. Да. Ничего страшного, но анализы она сдаст. Анализы можно сдать, мочу, кровь. И все. И что делать? А что делать? И что делать? И все. Ну, смотрите, что делать. Вот, блядь, смотрите, что делается. Вот эти вот. А мы такие. Потому что невозможно очень сладкие все. В корзинку помещается, кстати, на самокат. Если вот это... Ой, блядь. Да ладно, уйди отсюда, хулиганка местная. Как разыграется. Малая она еще только и годик. Малая. Играться хочет. Она играться хочет. Она еще совсем ребенок. Ой, а Оська хочет хулиганить, когда дома никого нет. Ой, на окне любит. Да и это лазит, конечно. Сейчас нельзя. Как все банки. Как все банки не разбились. Вот Оська. Ну что, девочки, больше я ничего не делала. Я поехала, кофе попила с эклешем. И все. И сижу вот такая вся. Чем заниматься? Лук, надо ехать в Победу. Нужно купить лук. Нужно купить мне порошок. Порошок еще есть, но лук уже нет. Потому что надо что-то готовить. Нужно купить лук, нужно купить порошок заодно. И этот, как он называется-то? Кондиционер для белья. Сегодня забрала заказ в аптеке Здравсити. Урсасан 100 таблеток и 2 упаковки по 30 таблеток Разо. 2600 с чем-то. Около 3000. Вот так вот. Это на 2 месяца. Урсасан на 1,5 месяца. Вот так вот. Вы не отдай. Вот. Без лекарств, конечно же, нельзя, но диффузные изменения, блядь, вот как с этим жить, а? Как с этим бороться? Надо пол помыть. Сейчас я собираюсь пол помыть. Сколько я уже, наверное, с неделю его не мыла. Надо мне заняться полом помыть, да. Не знаю, поеду, не поеду я в Победу. Может, или не поеду. Салат нужно приготовить. Огурцы, помидоры есть, зелень есть. Чеснок свежий я сегодня купила. Лук зеленый я купила. Сделаю я сейчас салат. У нас еще осталась рыбка. Колян забрал рыбку.
Я вчера варила вареники из квашеной капусты, которую покупала в Чебоксарах. Очень вкусные. Колян что вечером ел? Пельмени. Пельмени. Он сказал, я не хочу вареники. Рыбку у нас еще там 3 кусочка. Может, я рыбку съем, 2 кусочка ему на завтра. И все, и салат возьмет. А вот так живем. Ничего не варю, потому что если ничего нельзя, ничего нельзя. Сегодня, короче, кровь сдавали, там была девчонка. Я только одну сначала увидела беременную, да. Ну, она сидит в очереди. Я говорю, девушка, а что вы сидите в очереди? Вы же, говорю, в положении. Она говорит, я всегда сижу в очереди. Молоденькая девочка. Я говорю, идите без очереди. А там еще, говорит, она не одна, еще две. Я говорю, а что вы стоите-то? Что вы стоите в очереди? У них вот такие пузики, они стоят в очереди. Девочки, ну разве, вот скажите, как вот не возмущаться, да, они в положении. Им среди больных, там все больные сидят, все вот, ну, трахомные, я такая же там, да. Они стоят, они сидят в очереди, девочки, беременные. Разве можем так? Мы же тоже, ну, мамы, да, мы тоже были в положении, и это хорошо понимаем. Тетки стали возмущаться. Блядь, я не понимаю, что с народом стало. Женщины возрастные стали возмущаться. Вам какая разница? Мне написано анализы срочно, у меня прям подтверждение было врача, да? Я могла бы вообще без очереди пройти. Я этого не стала делать. Я заняла очередь и все. И думаю, что, куда бежать, я успею. А вот сидят пенсионерки, до такой наглости, до беспредела наглые, да. Блядь, я не понимаю. Чё они беременные, чё? Вот вы же тоже были беременные. Беременных везде же, я просто, ну, сама была беременная. Беременных всегда и в автобусах уступает место, и всегда, и в очередях нигде нельзя стоять. А мало ли, что может с этой девушкой случиться, да? Да и, не дай бог, какую-то инфекцию подцепит. Да не дай бог, не дай бог. И что тогда? Лекарств никаких принимать нельзя. Я вообще поражаюсь, что с народом. Я говорю, ну, женщина, ну, вы же тоже, ведь вам рожавшие матеря в прошлой жизни, говорю. Ну, я имею в виду молодость. Ну, как так? Ну, надо как-то с уважением к девчонкам в положении относиться. Ладно, девчонок, ну, через одну пропустили. Пациент, потом беременный, потом пациент, потом беременный, короче говоря, прошли. А тут они стойка тут 2 часа в этой очереди. А если кому-то из них плохо станет? Блядь, я вообще удивляюсь. Тут дед стал возмущаться, со мной 85-летний сидел. Мы с ним тут о жизни разговаривали. Он говорит, как хорошо, что я вот такую компаньонку встретил по разговору, все такое, да. Чувашин, но очень такой общительный дедушка. Там, говорит, вот откуда-то сахар поднялся. Говорит, я говорю, вы в больницу-то не ходили? Он говорит, нет, 12, говорит, сахар. Я говорю, так правильно, вы же в больницу на пенсии-то не ходите. А он взял и подскочил, говорю, может быть, вы уже давно болеете-то уже, лет 20 с этим сахарным диабетом. Говорю, ну, тут разговорились. Вот, и он потом, вот мне тоже надо. Я, говорит, этот сын войны, дети войны. И я говорю, это вам дети войны. Вот я ему говорю, да, я в следующий раз принесу карточку. Я говорю, вы куда спешите? Ребенок войны. Я говорю, вот тут сидите, да, и сейчас вы пойдете домой. Там тоже будете сидеть. Тут общение, тут люди, видите? Дома что вы будете? Ну да, ты права, с одной стороны. Я говорю, вы ребенок войны, куда вам спешить? Уже просто вы сидите тут, поболтаете со мной, с другой поболтаете, вы пройдете, сдадите кровь. И спокойно пойдете домой с боженькой. А девчонки, вы не сравнивайте, говорю, они молоденькие, беременные. Им вообще нельзя сейчас, говорю, не болеть ничего. Это наше будущее поколение, говорю, у них в животике лежит. Я говорю, думайте-ка. Учитесь как-нибудь думать-то. Какой там думать, блядь? Думает только каждый за себя. Угу. Ой, блядь. Тут рассуждали, оказывается, у нас население было 22 тысячи, когда он был молодой. Он строил завод, автомзавод, который у нас в начале города. Ну, рассказывал о своей жизни. 22 тысячи, говорит, когда вот студенты листовали, ну, когда он был молодой. А когда я уже была, появилась на свет, тогда было 15 тысяч населения у нас в городе Маринский Посад, Республика Чувашия. 22 тысячи, это нормально, население было. А сейчас у нас 5 тысяч населения. Вот и все. Вся любовь. У нас только на Коновалово 1500.
И по всему Марпасату там. А может, сейчас еще меньше. Вот. Что, пожилых уже становится все меньше и меньше, которых вот, ну, знакомые, да, которых я помню с детства. Их вообще мало осталось. Вот, которые люди постарше мамы немножечко, мамины ровесники, ну, такие вот. Чуть помоложе тоже их не стало уже много людей. Ушли. Вот. Сегодня, короче, в пятерочку пошла. Зашла, я кофе купила, и вот этот Илеш. А там очередь образовалась. Я говорю, что у нас очередь, как до Москвы, говорю, блядь, ну стоять-то. Она говорит, сейчас так, говорит, переодевается, вторая кассирша выйдет. И тут мужчина за мной занимает, он смотрит, а я в этом шлеме, он такой на меня смотрит и говорит, я говорю, вы за мной будете? Да, говорит, вас ни с кем не спутаешь. Я теперь тут мужчина говорит, проходите без очереди, пропустил, и его имя, он после меня. Нас с ним без очереди пропустил. Я все равно, говорит, жду тут. Что-то он там ждал, стоял. Я теперь заплатила, выхожу, короче, на скамейку. Кушаю. Этот выходит мужчина. А я, говорит, вас потеряла. Я сижу, кушаю. Он меня спрашивает. Он говорит, ну что? А вы, говорит, не артистка случайно? В кино не снимаетесь? Я говорю, нет. Я сижу, короче, кофе пью, пирожок ем. Я говорю, нет. А шлем я не снимала, девочки, такая прикольная, в этом шлеме хожу. А что вы снимать постоянно? Да, дело. Теперь ладно. Я говорю, я не артистка, говорю. Я говорю, блогер. Блогер? Как ваш канал называется? Я говорю, дневник Багира. Он говорит, на Ютубе, Рутубе. Он говорит, ну Ютуб у меня не показывает, Рутубе. Говорит, посмотри, наверное, у вас интересный, говорит, канал. Я говорю, ну, о моей жизни, влоговый канал. Он стоит такой, замешкался. Тоже держит там продукты, сосиски что-то там держит. Ага. Стоит что-то там и не знает, что сказать. И стоит как ступором, встал возле меня и стоит. Такой, ну, возрастной дядечка, ему лет, наверное, где-то около 60, может, чуть постарше, худощавый, в шортах, кожа загорела. Я говорю, вы, наверное, с моря приехали? Он говорит, нет, я у себя загораю. Он живет на севере. Тут вот какую-то деревню сказал, с Марпасадского района, я забыла, девочки. Эти деревни, вот, стоит и говорит мне, а вы, наверное, не Марпасадская. Я говорю, нет, я Марпасадская, коренная Марпасадская, 6-м поколении, говорю. Сейчас 7-м поколении. Ну, вы же знаете, какая я. Я говорю, купеческое дворянство. О, говорит, сразу видно. Мне так стало смешно. Ой, я не могу. Стоит и с места не может тронуться мужик. Я, короче, сижу, ем, короче, мне хорошо. Мне надо поесть, у меня сосет желудок-то. Время тоже 10-й час. И это умора с ним. И встал, и что-то мешкался. И я говорю ему, а вы, говорю, место? Он говорит, нет, я на севере живу, родился там-то, там-то. Опять стоит. Ну ладно, так, минуты 2-3, короче, в задумках. Думаю, что хочет еще сказать-то, блядь. Раздираю смех, я не могу. Короче, Пошел, смотрю, машину у него. Не знаю, что за машина. Она похожа на Ладу Гранту. Но это не Лада Грант, она какая-то иномарка. Красивая такая вишневая, девочки. Перламутровая. Ой, сел куда-то, ну, поехал во свояси. Вот такая, короче, встреча была. Прикольная. Я покушала, заехала в аптеку. Думаю, что на улице снимать? Погода у нас хорошая. Сегодня у нас где-то 24, но ветерок. Ну, хороший прохладный ветерок. Холода нет и жары тоже. Вот. Хорошо, свежо. Что я хочу сказать, девочки? У меня, короче, ну, на Рутубе я хочу о зарплате сказать, сколько я заработала вам. Нет, я не хвастаюсь, я просто хочу вам рассказать. Я же рассказываю периодически. Так, что у нас? Монетизация. Ну, короче, у меня зарплата, девочки, составила охуенная зарплата. Но это самая большая зарплата за июнь месяц. За все время моей блогерской деятельности на Рутубе. Конечно, я всем признательна и благодарна своим подписчикам, зрителям, а также хейтерам. Всем за то, что вы меня смотрите. И даже за дизлайки, не только за лайки, конечно, за все.
за ваши просмотры. Это очень ценно для меня, что уж хейтеры, так это вообще самый ценный продукт в нашей жизни, который меня смотрит. Вот. Заработала я за июнь 11 625 рублей 34 копейки. Это, ну, больше, чем даже на Рутубе. Ой, на Ютубе. Вот. За май месяц я заработала 6526,94. Апрель у меня большая зарплата была, но меньше, чем в июне, 8170, 42 копейки, да. А июнь у меня хороший месяц такой, плодородный был. Плодородный. Итого я не снимала, короче, за май, из июня. Итого у меня выходит 20 тысяч. Вот. Да, видите, это неплохо, да? Неплохо. 13 тысяч ютуба. Я вам озвучила в прошлых видео. 20 тысяч, 33 тысячи. 33 тысячи плюс, ну, около 6 тысяч. Ну, там 6 тысяч не уходит. На Дзене мне зарплату перечисляет автоматом. В конце месяца я уже получала. А за месяц у меня где-то 5800. 33. Ну, пускай 6. За 2 месяца вот эти 33. И 6. 39 тысяч. 39. 39, девочки, это неплохо. И плюс еще моя пенсия. 49, ну 50 тысяч. Ну, это все, конечно же, пойдет. А я озвучила на Альфа-банк на кредит, который мы ездили в Египет, который якобы Коля оплачивал на свою зарплату. Ой, у меня в аптеку пришло. У меня в аптеку пришла это доставленные колы, которые стоят 9500, надо пойти купить. Сколько, 9500 или сколько я там озвучила, я уж не помню. Ну, пришли, вот сейчас СМС-ка пришла. Ну, это нормально, 50 тысяч. Да. Сейчас я, короче, эти все деньги соберу и переведу за кредит. За кредит там еще надо где-то надыбать, еще где-то взять 120 тысяч еще надо взять. Где-то еще 9 дней. Я найду обязательно и положу. Как все. До 9 июля я закрою этот кредит. 170 тысяч. Слава богу, я сейчас за iPhone не плачу. За iPhone я все выплатила. Который тоже в нагрузку у меня был. Сколько я платила? По 7500, что ли? Каждый месяц. Ну, как-то так. Сегодня я звонила, короче, как его, куратору. Она трубку не берет. Вчера я позвонила в САВУ, сказала, передала, чтобы, ну, я хочу, чтобы она мне поставила в один день на теорию и на вождение. Хуй с ним, я заплачу 3500, который там состоится через месяц экзамен. Пускай она мне ставит. Я не могу дозвониться, она сейчас просто сделает, она кого-то поставит, она, может, специально трубку не берет, понимаете? Чтобы меня не поставить на экзамен. Через месяц сейчас будут экзамены, через месяц вот. Хочу, чтобы она мне в один день поставила. В один день. Чтобы не оттягивать, чтобы не просто теорию сейчас сдать, а потом вождение еще месяц ждать. Я хочу, чтобы она мне в один день поставила, и все. Пусть не. Сдам, не сдам, не сдам. Ну, что-то хоть одно надо что-то сдать, наверное, хоть теории надо сдать, девочки. Если вождение даже завалю после теории, ну, это не так страшно уже. Ну, попытка хотя бы, чтобы у меня хоть попытка была, хоть бы я прощупала, да, вот это, как я себя буду чувствовать за рулем вместе рядом с гаишником. Потому что вот эта тягомотина, которая вот это вот откладывается все на потом, меня это тоже угнетает. Потом будет суп с котом. Ветрище какой. Ладно, буду заниматься делами. Спасибо всем за просмотр, за лайки, за дизлайки. Да вообще, всем дай бог здоровья, конечно же, и мирного неба над головой. Голубого, светлого. Хорошей вам всем погоды. Воздушный поцелуй от Багира вам всем. Я очень всем признательна и благодарна. Спасибо, что за комментарии на Рутубе пишете. Всех читаю, да. За ваше мнение. У всех оно разное. За слащавые комментарии, не за слащавые комментарии. Всех воспринимаю как есть.
Мы все разные, и ничего такого нет, если кому-то я не в угоду. Но вы же все равно меня смотрите. Вот и все. И будете смотреть, какая я плохая бы не была. Ну, главное, чтобы вы были хорошие. Ладно? Хорошо? А я уж какая есть, обратно не влезть. Пока-пока.